Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Пламен Пасков на связи, как всегда, по вторникам, вживую. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую ядерную, скажем так, устойчивую на все случаи жизни аудиторию в этих достаточно непростых политических обстоятельствах. И, ребята, друзья, не друзья и все остальные, пожалуйста, во-первых, колокольчик проверьте, по ком звонит колокол, что называется. Если он у вас не черненький, вы это пропустите. И, во-вторых, вы очень часто недовольствуете в комментариях, я смотрю, что там вообще-то рекламой вас там завалили, на YouTube-канале попозже некоторые вещи выходят. Хотите вовремя и без рекламы, Boosty Patreon. Там тоже прямая трансляция сейчас идет, так что, пожалуйста, милости просим, что называется, первые по времени, первые по качеству и с ноль рекламами. А так, все остальные, ну, YouTube дело такое, технология такая. Не мы ее придумали, не мы там ставим эти правила. Вы сами должны понимать. Да, друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь к эфиру. Сегодня максимальное общение тоже с вами, естественно, поэтому оставляйте свои вопросы. Сделать это можно традиционными способами. В клубе зрителей «Шелест» закрытое камерное сообщество с обсуждениями, комментариями, в общем, такими, знаете, не для всех. Там есть возможность оставить свой вопрос. Также открыто абсолютно в сообществе YouTube. Вопросы уже собираются под анонсом нашей встречи. Также в прямом эфире непосредственно, как говорится, вот возьмите и вот, так сказать, задайте. Но в самом-самом конце, поэтому досмотрите до конца. Также в ссылках есть возможность и канал поддержать, и прям вывести на экран ваш вопрос, если это удобно, этот сервис удобен, милости прошу. Начнем традиционно с опроса нашего сегодняшнего эфира. У всех на устах судьба Киева сейчас, и ввиду этого вот такой вопрос. Сможет ли Россия сделать из Киева город-призрак? Варианты ответов: да, но делать этого не будет. Да, все к этому идет, и, судя по всему, ну вот, будет так, да. Частично, до конца не получится. Все-таки Киев, там два берега, разные, скажем так, ветки, децентрализация определенная. Ну, в общем, да, но до конца, собственно, нет. Поэтому вот так островками, да, районами или там направлениями. Ну, еще и четвертый вариант. Нет, это страшилка перед концом. То есть всем нагнетают, собственно, обстановку о том, что смотрите, Киев вот сейчас там в руинах, в пепле, а потом раз и закончат войну. Абсолютно внезапно, абсолютно, скажем так, ну вот так раз и все и закончилось. Причем интересно, что об этом примерно говорит и Рубио тоже. Он вообще очень много посвящает комментариев Украине, хотя основная тема, конечно, Иран, мы коснемся ее сегодня. Выходит Рубио и говорит, что мы как бы не видим смысла в переговорах, участвовать будем, когда что-то будет получаться и будет все по-нормальному, вот тогда вернемся, да, в этот переговорный процесс Россия, Украина, США. Комментарий он сделал это несколько дней назад, сейчас он в Индии тоже, вот в Армении, наверное, тоже будет вопрос, потому что там они подписывают сотрудничество плотное с американцами. Пашиняну как бы продолжает фартить перед выборами вот эти вот на международную поддержку и международные симпозиумы. Но у меня тут главный вопрос. Вот у нас есть Кулеба, такой министр иностранных дел в прошлом, и он прокомментировал звонок Рубио, точнее как Лавров Рубио. И Лавров передает для Трампа через Рубио официально, собственно, вот такие планы бить по Киеву. И Рубио сказал, ну что ж, я честно взял все и передал туда. Мы знаем, что Путин и Трамп, они могут созвониться на раз-два. И обо всех разговорах нам не докладывают, и, наверное, правильно делают, все-таки это большая политика. Но, тем не менее, вот именно такой официальный канал донесения информации о том, что Киев будет в руинах, выбран неспроста. Как бы вы проголосовали в опросе, и что думаете по поводу, ну, вот этого нового витка угрозы, нависающей над столицей Украины? Я, знаете, поступлю нестандартным образом, потому что он мне более близок к, скажем так, к прогнозным ожиданиям, назовем это так. Это первый, второй и третий, и только поэтапно. То есть не один из этих, а все три варианта, но это будет поэтапно. Потому что, ну, у Кремля кишка тонка, чтобы бить по настоящим центрам принятия решений. Пока что даже кишка тонка, что Орешникам, что другими там большими этим налетом, который, наверное, будем обсуждать 24 числа, который был, все-таки даже приблизиться к этой там квадратной миле от Крещатика справа, что называется, где администрация президента и так далее и тому подобное. То есть вот это табу
это вообще запрещено, харам, что называется. А вот в остальной части Киева, да, пожалуйста, пожалуйста. Даже Белой церкви там досталось настоящий орешник, что называется, на случай, если он был один. Есть немножко расхожее мнение, что было два, другой какой-то где-то как-то не очень удачно, около там в Донецкой области. Ну, но это уже, конечно, спекулой. Я такое не видел. А вот этот, который там, должен был громыхнуть там в авиаремонтном, ну, что такое? Ну, в районе Белой церкви, в районе, ну, вот так вот. Так что я думаю, что вариант первый, второй и третий только поэтапно. Скорее всего, даже начиная с третьего, переходя ретроградным образом к первому варианту. Мне так кажется. Конечно, могу ошибаться. В конце нашей передачи вы подскажете голос народа, голос Божий, что он сказал. Нет, проголосуйте, конечно, мы подведем итоги, но я хочу все-таки уточнить один момент. Кишка тонка, что вы имеете в виду? Бить по центрам принятия решений. Бить по администрации президента, по банковой, по Раде, по пару-тройку, есть там генштаб, что называется. Ну, генштаб там он давным-давно никаким генштабом, конечно, не является. Они давным-давно, годы уже как там даже не появляются. Вот в этом-то и вопрос. Вот здесь я и хочу, чтобы мы как бы определились. Центры принятия решений – это что такое? Вот было уничтожено управление сухопутных войск Украины в Киеве на Дегтяревской. Это вот там, ну, примерно там этот район, да, там Лукьяновка били, уничтожили Квадрат, рынок и так далее. Ну, вот там вот, ну, примерно в этом районе, то есть кто ориентируется, понимает, что Дегтяревская относительно недалеко. Относительно. Так вот, уничтожили это здание, ударили, там, говорят, раненые были. Ну, понятное дело, что все эти потери скрываются. Ровно как и по Белой церкви Орешникам. Ну, а вы видите какие-то данные объективного контроля? Их нет. Показывают какие-то лютые блогеры, прибежали и говорят, вот развалили гаражи. Ну, собственно, и все. Но мы-то видели, вот опять-таки, мы становимся заложниками глаз собственных. Мы видели, сколько 6 по 6 прилетело. Нам показали от силы одно, ну или два места, а остальные куда легли. То есть, если это по гражданским объектам, нам бы точно показали. Сразу сказали, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, на карте показали. А так ничего не показали. Ну, то есть, смотрите, тут очень важный момент. Украина скрывает эту информацию. Даже вот про раненых в этом сухопутном управлении, да, у сухопутных войск, тоже большие вопросы. Почему? Потому что, ну, били, во-первых, там в ночь с субботы на воскресенье. Вряд ли там кто-то находился. Но, с другой стороны, если кто-то там находился, то это, наверное, были бы трупы, о них бы сообщили, а о них не сообщают. Соответственно, не сообщают только о погибших и пострадавших военных. А официально, вот сегодня обновилась информация, 3 человека погибли после самого массированного налета. Вот тут надо просто разобраться в дефинициях, что делает Кремль и характеристика кишка тонка, насколько соответствует моменту. То есть удар самый большой, ПВО сработало плохо, это признают объективно все. Орешник не точный, не такой. Хорошо, если не точный, не попали. А куда попали? Ну, покажите, что попали туда, где нет ничего. Куда еще остальные, условно, боеголовки прилетели? Тут, мне кажется, как бы вкручиваемся штопором в какую-то пропаганду. А по-любому пропаганда здесь присутствует, я безусловно с вами согласен. И чтобы мы не посмотрели, что ВСУ, что кремлевское, то есть мы находимся между двумя пропагандами, пытаемся какие-то зерна правды оттуда достать, потому что именно так. Вы совершенно правы, что никто ничего не предъявил. Причем не предъявила не украинская сторона с этими 3 погибшими, которые смотрятся, мягко говоря, ненаучно, нереалистическими, так и со стороны российской стороны. Российская сторона тоже не предъявляют. У них что, нету спутника, нету спутниковой связи, нету возможности удостоверить. Всегда мы в 21 веке, когда происходит что-то такое, и какая-то сторона что-то предъявляет, они уже, если есть доказуха, они эту доказуху показывают. И если ты ничего не показал, а просто сказал, ну мы туда, ну так, ну сяк, и что? Если это был бы удар возмездия по ком? Потом, кто принимал решение? Кто принимал эти решения? Если ты говоришь, это верховный главнокомандующий Банковой,
ничего там не произошло. Если это, скажем так, руководство вооруженных сил, там, сирский, они не могут не знать, где он находится. Естественно, он не будет находиться там, и там, скорее всего, если кто-то и погиб, туда, куда рядом с таможней, мытницей, что называется, там какая-то охрана, какие-то уборщики, какие-то. Это режимный объект, его оставить без охраны совершенно нельзя, хотя, конечно, года уже сколько, 3, как минимум, там, наверное, никто ничем не пользуется. Ну, периодически зашел, достал что-то, вышел и там не остался. И, как вы правильно заметили, субботу напротив воскресенья, причем вечером. А кто там вообще-то? Кто там? Никто. Никто не может быть там. Ну, кроме как именно еще раз охрана, да уборщики, наверное, как максимум. То есть, возмездие чего? Всегда из Кремля любили повторять аж несколько десятки раз, что мы это самое, если что, то по центрам принятия решений. И они говорят, мы воюем с НАТО, а НАТО центр принятия решений в Брюсселе, типа, как будто нет. А мы воюем вообще-то, там помогают 56 стран, а 56 стран мы видим какие, натовские, коалиции желающих, они всех на виду, столицы известные, место известное, фотографии известные, телефоны известные, все известное. Кто-то из них что-то получил? Нет, хотя бы по складам около Жешува, где на этой там окружной дороге кольцевой, если кто-то погуглит, сразу увидит вот эти огромные сооружения. Ради этого построили, четырехполосную магистраль около города Жешува, которой раньше не было. Я ездил через эти земли с 2003 года по 2020 год 3-4 раза в году. У меня это на глазах вообще-то окрестности Жешува преображались, что называется, каждые 3-4 месяца. Я пейзаж, что называется, не узнаю. Там хотя бы бабахнуть? Нет. Даже центры проводящие, а не принимающие решения в Киеве, они не бабахнули. По Киеву бабахнули. А вот по центрам проводки решений не бабахнули. Подождите, вы перечисляете центры, где тоже никого нет. Давайте объективно. Вы говорите офис президента, там центр, Банковая, Верховная Рада. Рада работает. Нет, так а какие там решения принимаются? Центр проводки решений. Центр проводки, я сказал, решений. А центр принятия решений – это Брюссель, Лондон, Вашингтон, округ Колумбия. Вот вам 3 центра. Если кто-то знает другие центры, укажите, покажите, докажите. Я не против. Добавить, либо исправить. Брюссель, Лондон, Вашингтонск. Все центры. Что, Тегеран, что ли, принимает решение? Или Анкара, может быть? Или Рим, или Париж, или Мадрид, или Берлин на крайняк? Нет? Нет. Смотрите, мы сейчас заходим на самом деле в эту очень интересную геополитическую обстановку, в которой так или иначе, выглядит все достаточно, очень и очень тревожно. И тут уже надо понимать и соотносить, где есть сила не бить, а где есть слабость не бить. Пламен Паска утверждает, что это слабость не бить, но тут же какая история? Если тебя ведут по пути ядерной эскалации, если тебя ведут по пути, собственно, ударов по Европе, Евросоюзу и НАТО, значит, для тебя что-то приготовили. Значит, тебя манят, так сказать, калачом вот этой эскалации ради каких-то своих собственных целей. Сейчас это выглядит очень и очень отчетливо. Я приведу 2 момента. Момент первый. Дроны впервые за всю кампанию полетели в сторону Калининграда. У Калининграда нет прямого, скажем так, сообщения с Большой Россией и даже с Белоруссией. Это эксклав. Но этот Калининград фигурировал в заявлениях прибалтийских тигров. Они даже прокомментировали, говорят, что угроза, непосредственно угроза, собственно, ударить, это уже какая-то ответная мера. Ответная на что? Дроны, которые угрожают Прибалтике, это украинские дроны, их сбивают, но их-то переворачивают, это все говорят, нет, это смотрите, вот так. Дальше. Беларусь. Все города на севере готовятся к круговой обороне. Сегодня еще и на юге Одессу, сказали, обкапывают и килл-зону вокруг Одессы готовят. Круговая оборона. Это выражение звучит почему-то очень часто. Такое ощущение, или кто-то что-то знает, или кто-то что-то пытается представить, или кто-то что-то пытается отмыть, или действительно есть планы такого широкомасштабного, непонятно, правда, какими силами пока, но какого-то широкомасштабного захода на территорию очагового, фронтального, захода на ту территорию, которая не касалась война в сухопутном смысле этого слова. И поэтому, нам нужно сделать определенные выводы
из того, что происходит. Этими выводами я бы хотел, чтобы вы поделились, да, пока, скажем так, туда-сюда, обратно возвращайтесь в наш эфир. Одна из камер не работает, я пытался ее переключить. Слава богу, их две, так что запасной вариант, что называется, есть. Смотрите, последние меньше 6 месяцев, ну, скажем так, 3-4 месяца, квартал, наверное, постоянно шел тренд, который мы с вами здесь обсуждали, потому что он совершенно очевиден, что все идет к тому, что эти два Владимира уже начинали смягчать эту свою риторику, что стали соглашаться, что стали обсуждать даже то, что будут выборы на Украине, что можно сесть где-то, если Путин кремлевский скажет, я Путин, вернее, если Владимир Кремлевский скажет, я Владимир Киевский готов встретиться, раз это так надо, войну надо заканчивать, всякое такое. Обсуждали, много чего, какие форматы. И тренд информационный, и не только информационный, действительно шел в сторону деэскалации. Раз так, то значит кому-то очень внезапно стало нужна именно обратная, то бишь эскалация. Я хочу вам напомнить, где они встречались, сейчас фотографию показывать не буду, эти три фигуранта, Макрон, Кир Стармер и Зеленский в Армении, приобнявшись друг друга, после чего, давайте я вам короткую хронологию нарисую, буквально 4-5 даты. 14 мая, последние 10 дней, 14 мая 2026 года, один из самых больших налетов, 690 с чем-то, под 700, скажем так, аппаратов летело в сторону Украины, побили город Киев достаточно больно, ударили жилой дом, либо какая-то ПВО-ракета, но тем не менее снесло 1,5 подъезда или 2 подъезда в Дарницком районе достаточно далеко, и погибли сначала, рапортовали по поводу 4 погибших извлеченных, потом в рамках пару дней оказалось 24 погибших, и, естественно, в разы больше раненых, и, естественно, и среди погибших и раненых есть детишки, потому что это тоже люди там живут просто там, и их не стало. Это 14 число. 17 число был большой налет дронами на Москву. Достаточно большое количество, опять под 700 аппаратов. Сейчас у меня на глазах это нет, поэтому я немножко так огрубляю циферки. И, соответственно, это второй шаг реэскалации, либо эскалации. 22 числа, это было 14-17, 22 числа удар по Старобельскому колледжу, где 21 там, детишек, для меня это детки, погибли. В результате, там российская сторона говорит, что они намеренно их убивали, потому что 3 волны по 6 дронов или по 16, забыл там цифру, не суть, туда били, причем совершенно целенаправленно. Украинская сторона говорила, что там какой-то Рубикон, какое-то подразделение, у них это числится, и поэтому они считали это военным объектом. Российская сторона говорит, да нет, никакого Рубикона здесь нет, детки вы здесь убили, мерзавцы, негодяи, не люди и так далее и тому подобное. То есть, свирепение, естественно, продолжается. И 24-го, то есть ровно 10 дней после 14 числа, удар возмездия, который мы начали сейчас обсуждать в нашей передаче, и, наверное, вы уже обсуждали последние 2 дня с достаточно многими вашими, даже более знакомленными и более подробными респондентами, чем я, и, наверное, вы уже все там перетерли и все подробности уже обговорили. Если какие-то вопросы возникнут, я готов добавить, если я знаю что-то. То есть я вижу абсолютно очевидный тренд на эскалацию. Эскалация, которая сразу поставила палки в колесах, я начинал припоминать, когда шли какие-то переговоры и разговоры о том, чтобы это прекратилось, начиная с 22 года. Первый это был Борис Джонсон, второй это был Риши Сунак, третий это стал Кир Стармер, так что британская корона и левый и правый берег Темзы, они абсолютно последовательны. Раз намечается какая-то разрядка, какое-то снятие напряжения, какие-то разговоры о каком-то чего-то это самом, сразу мы вмешиваемся, и происходит эскалация и с той, и с другой стороны, медийная в том числе, для того, чтобы деэскалации не было. Кстати, я понимаю, что когда мы обсуждаем вот эти трагические, драматические военные эпизоды и аспекты, мало кому это интересно, но абсолютно то же самое происходило и происходит из так называемой Суданской войны, которая уже взяла больше жизни, чем украино-российский конфликт в сумме, даже по самым максимальным расчетам. Там несколько раз они тоже хотели стороны идти к
примирению, либо к разговорам, где эскалацию, к прекращению огня. И опять те же самые фигуранты и внешние операторы приходили и говорили, а нет, вот так, вот всяк, удар наносили, который, и дальше понеслось. То есть здесь абсолютно управляемый процесс. Абсолютно внешне управляемый. Ну, так внешне кем управляемый? Вот сейчас приходит информация во время прямого эфира, что Китай призвал стороны, и Россию, и Украину, воздержаться от массовых ударов и, в общем-то, не эскалировать. Ну, такое стандартное заявление Министерства иностранных дел, понятное дело. Но тут понимаете, в чем дело? Вот мы же попадаем опять-таки в ловушку определенных людей. Я, если честно, немножко так как-то прозрел. Давайте отдельно там блоково вот эти вещи обсудим. Есть такой депутат Пужанский, он там кричат на него пророссийский, такой плохой, такой, ну, слуга народа, то есть мажоритарщик из Днепра. Значит, он в Комитете национальной обороны высказывается, комментирует. Понятно, что это он там за власть, за действующую, он там в команде слуг, все ясно. Но он задает очень интересный вопрос сегодня, публикует, и я вот хочу, чтобы вы попробовали на него ответить. И, конечно, не в плане там компетентности, а вот в плане прокомментировать этот момент. Депутат, член этой комитета этого по национальной правоохранительной системе. Каждый день появляются новости о том, что ряд городов, как-то Киев, Одесса, целые области, Волынь, готовятся к круговой обороне. Все это происходит на фоне новостей об освобождении ВСУ 500 квадратных километров, снижении наступательного темпа потенциала российских войск. Я еще от себя здесь добавлю. Перерезали уже коридор в Крым сухопутный. Правда, тоже как-то странно, понимаете? То есть мы перерезали коридор, вооруженные силы заявляют, а власти местные запретили ездить, кроме военных машин. Получается, что наоборот, как бы упростили вот этим дрончиком с этими middle-страйками, потому что теперь там ездят только военные грузы и военные машины. То есть бей не хочу, куда хочешь, вот пожалуйста. Ну, по поводу этой трассы, там линия, Таганрог, Мариуполь, вот это все, вот долетают дроны средние, там 100 с чем-то километров летят. То есть это все показывают, видео, смотрите, мы перерезали сухопутный коридор в Крым. Отличная просто новость. Ну, продолжим Бужанским. Возникает вопрос, почему в таком случае эти города и области не готовили к круговой обороне все эти годы, когда было хуже? Сейчас-то хорошо. Зеленский сколько раз повторял, лучшая ситуация на фронте. Начали готовить только сейчас. С другой стороны, да что мы о такой ерунде? На носу перезахоронение Петлюры, все экскаваторы нужны там, понимаете? То есть Мельника вчера перезакопали, устроили там национальные почести, Израиль в шоке. А сейчас Петлюру готовят вернуть в Украину, в украинскую землю, его зарыть, понимаете? То есть, конечно, все экскаваторы нужны там. Но, с другой стороны, некоторые экскаваторы копают украинские недра уже сейчас, все в шоке от там каких-то резаков огромных, которые карьеры выдалбливают в украинской земле, их там фотографируют. Ужас, что тут мир инопланетян обсуждает, а там такая дура с таким диском, которая, ну, выкапывает. Вот, пожалуйста, притянули уже технику. Зачем? Почему все говорят о круговой обороне, раз все так хорошо? Есть целая, скажем так, очередь, список заинтересантов, которым вот эта круговая, как вы ее назвали, оборона, мягко говоря, нужна. Я, пока вы излагали вопрос, опять открыл у себя вот эти военные карты, и на одной из них я вижу именно 22 мая, когда был удар по Старобельскому колледжу, вся граница Украины с Белоруссией, ну, этими там автоматиками, то есть там украинская сторона уже даже процитирую, о чем они готовятся. Служба безопасности Украины и другие подразделения, проводящие операции по обеспечению безопасности в северных регионах Украины с целью предотвращения разведывательных и саботажных действий. То есть они готовятся к какой-то войне с Белоруссией. Возникает вопрос, нужен ли еще дополнительный фронт руководству Украины, Зеленскому, Сырскому, нужна ли война с Белоруссией и вообще-то к чему это? Я, наверное, многих удивлю, но надеюсь, что военные хотя бы офицеры, даже если они давно, скажем так, ну, отставные типа, они со мной согласятся, я думаю, что нужна. Нужна, потому что параллельно с этим трендом по поводу деэскалации и необходимости и готовности все-таки двум Владимирам встретиться где-то и кое-что не просто обсудить, а даже подписать, шла параллельно медийная эскалация компроматов на САП по поводу, естественно, Ермака, естественно, Зеленского, естественно, пленок, не только Миндича и так далее. То есть сейчас, когда идет такое,
Какая коррупция? Вы что? Давайте здесь обороняться, Беларусь, там ядерное учение, здесь границу надо защищать. Видите, вот эти русские, вот эти налеты и так далее и тому подобное. То есть здесь они буквально подают себе мяч друг другу. Они буквально пасуют. Пасуют в смысле не пассивности, а пас передают. 14 по 24 мая, за эти 10 дней мая, давайте и еще раз, 14 мая, самый массовый налет на территорию Украины, в том числе и Западной области, вместе с теми гражданскими, которые погибли в городе Героя Киеве, как я только что уточнил. 17 числа, естественно, налет на город-герой Москва, где тоже, ну, эти там барсы, то есть новые украинские дроны, деэскалации, что называется. А до 22 мая, когда случилось вот это в Старобельском, знаете, что случилось именно 20 мая? 20 мая я хочу даже зачитать, дабы не быть, скажем так, голословным. Зачитать я хочу, потому что вот здесь буду... Так, сейчас. Кто действительно наносил удар по Старобельскому, вернее, кто координировал, кто управлял этим ударом? Короткий текст. Будущие летние удары по Москве и центру Российской Федерации станут бриллиантом систем «Палантир», заявил Алекс Карп в Киеве, по данным украинских инсайдеров. Напоминаю, это 20-е, за 2 дня до того, как это в Старобельске происходило. Минцифры Украины подтвердила, софт «Палантир» стал операционной системой для планирования ударов по России, пишет Military Times. Я на Military Times заходил, все подтверждено. Карп циничен. Единственная метрика его платформы – количество убитых русских солдат на квадратный километр. Ему интересно лишь, цитата, «почему в каких-то местах их мало». С января Украина передала «Палантир», заметьте, с января 26 года 2,5 миллиона часов фронтового видео. 2,5 часов фронтового видео для обучения искусственного интеллекта, а цифровые наводчики «Палантир» уже сейчас координируют удары по российским городам. Карп также заявил, что его внесли в кремлевский список на уничтожение. Алекс Карп считает Россию и Китай архаическими соперниками, полагающимися на солдат и броню, в то время как он использует спутниковые данные искусственного интеллекта, высокоточное оружие и дроны. Карп видит главный фронт в будущем против Пекина, считает войну с КНР неизбежной, где победитель получает все. Его стратегия – перманентный страх властей Российской Федерации и КНР перед гневом США. То есть за 2 дня до того произошло именно то, что и так, на мой взгляд, было понятно, потому что сейчас процитирую одного из этих Владимиров, в конкретном случае Путина, который в своей, скажем так, спиче по поводу удара по Старобельскому колледжу прямо сказал: 3 волны по 16 дронов. 3 волны по 16. Слушайте, это не по 1, это не по 2. И дроны не FPV. Не FPV, это большие дроны, это серьезные дроны. Кто может в рукопашном режиме управлять 3 волнами по 16 дронов, итого 48? Я очень высокого мнения по поводу профессиональных военных умений украинских дроноводов, потому что они, во-первых, все поставлено, что называется, на большой, на системной ноге. Ну, чтобы вручную они управляли 3 волнами, по 16 таких, можно сказать, middle strike, да, это реально middle strike дронами, я не поверю. Я думаю, что это тот же самый «Палантир», который также ошибся, как он и ошибся, где-то с кавычками, где-то без кавычек, когда 2-3 дня после того, как началась война и бомбежка против Ирана, разбомбил вот эту школу девочек, где в софтину «Палантира» где-то застряло, что, наверное, это какой-то военный объект. Здесь они то же самое сказали. Там был военный объект «Рубикон», для нас это военный объект, и именно поэтому мы туда лупили. Так что, если девочки погибли, у нас это числилось не девочками, а какой-то там «Рубикон», какое-то подразделение. Если Рубикон не погиб, либо давно не оперировал, значит, уж, извините, ошибка системы вышла. Не то, что специально хотели детишек убивать. Нет, этого не легче, подождите. Естественно, не легче. В Иране от этого не легче. В Иране американцы хотя бы там какое-то расследование начали, правда, там итогов мы, понятно, не узнали, но хоть они заявили, потому что, видите, как в этом-то и отличие. А здесь что? Здесь все, убили Рубикон. А блогерам вот этим прикормленным раздали жуткую методичку о том, что все кричают: они же дети, а они же не дети. Смотрите, им там 19 лет, 21, ну... вот этим, скажем так, погибшим, они все призывного возраста, отлично. А потом, когда ты заходишь там на соцсети этих девчушек, да,
не стало. Смотришь, они, 21, ну, 21. скажем так, реальные девочки себе живут свою жизнь как могут, то есть там, да, фотографируются, там, девочки, там, мальчики, то есть они как-то так вот, ну, все, ну, реальные люди, да, все говорят, нет, это все вранье. То есть этот же удар, вот смотрите, в чем разница, если сравнивать с иранскими девочками? Американцы не говорили, что это фейк. Ну, то есть они говорят, мы разберемся. Ну и результаты, как они разобрались, понятно, наверное, только Палантиру и искусственному интеллекту, который наводит цели. Они, собственно, для этого и разбирались. Но никто, собственно, ну, не отрицал, что этого не было. В Украине же мы пошли дальше и отрицаем, что этого не было. И девочки не девочки, и колледж не колледж, и общежитие не общежитие. А все понятно, потому что ваш брат, европейский, я имею в виду ваш брат, потому что европейский, журналист, оттуда там какую-то, ну, там, ересь начал писать, да, ну, хотя их всех пригласили, показали, смотрите, ну, редактура просто заткнула кляпом рот и сказала, ну, вот там что-то было, что непонятно, это вот так, это вот Россия специально все это сама и сделала, да, для всего этого. Ну, то есть мы видим, вот все говорят, Шелест, почему ты хочешь, чтобы война закончилась? Да потому что это бред, вот это все. То есть, если вы ударили, признавайте, мы ударили, нам там ошибка искусственного интеллекта, слив непонятной цели. Это мы, это наши дроны, 3 волны или 2 волны. Все, мы считали, что там Рубикон, но Рубикона там нет. Точно так же, как и в Иране. Мы считали, что там располага КСИР, но там оказалась школа для девочек. Все. И как бы и все живут с этим дальше. Ну, то есть, а мы же начинаем вот эту возню, понимаете, что девочки, оказываются, не девочки, и они не дети, потому что им 19, 20, 21 год. Даже 14-19. Даже 14-19. Слушайте, ну вот это расчеловечивание, и, мягко говоря, наверное, да, это, честно, надо назвать фашизмом. Когда ты считаешь каких-то людей уберменьшими, а других людей считаешь унтерменьшими. То есть отношение западноевропейцев. Вот этот датчанин, который сказал, ну, мне вообще, конечно, не жалко. Зачем мне должно быть жалко? Потому что там для него это какие-то славяны. Это какие-то русские. В любом случае, что в Беларуси, что в Украине, что в России, для него это все русские. И чем больше их погибнет, неважно, из своих или из других рук, тем лучше. Они не сильно это скрывают. Они плохие актеры и артисты. Они даже не стараются это скрывать. Другое дело, что помимо чисто такой медийно-пропагандной, скажем так, ответки, которые мы услышали, увидели со стороны Москвы, Кремля, они хотя бы организовали доброе дело, организовали вот этих журналистов многих стран, которые туда поехали. Дайте я посмотрю, наверное, они у меня здесь под рукой 24 таких, 24 числа я имею в виду то, что было. Так, Старобельск. Сейчас вам скажу, какие страны поехали. Соответственно, все остальные, конечно, отказались. Поехали, журналисты отправились на место теракта в ВСУ в Старобельске. Австрия, Бразилия, Британия, удивительно, но все-таки факт. Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Испания, Италия, Катар, Китай, Куба, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция. То есть вот эти, они туда приехали, поехали, им все показали. И, скажем так, с этих журналистов, которые это увидели, мы можем увидеть или услышать молчок, но мы не можем увидеть то, что извергал вот этот датчанин, который погибли, мне там не жалко, нам там не жалко, вообще там никого не жалко, что называется. То есть это расчеловечивание, это не двойные стандарты, это, я не знаю, да, это чистый фашизм, что называется. Уберменшен и унтерменшен. Одни являются не людьми просто потому, что мы так решили, а другие мы считаемся суперлюдьми просто потому, что, опять же, мы так решили. И на этой почве не грех их убивать, хотя вроде бы и те, и другие считаются, ну, номинальными, по крайней мере, христианинами. Одни, правда, там протестантского, католического, там англиканского и так далее, другие православные. Ну, нет, это как-то не так. А потом мы удивляемся, когда, например, шииты и сунниты и другие там мусульмане режут друг друга с большей свирепостью, чем они воюют с так называемыми неверными. А у нас что, лучше, что ли? Или у нас геополитика какая-то другая?
Поэтому, Александр, я еще раз поднимаюсь на высоте птичьего полета, пытаюсь очиститься от, скажем так, личных таких лирических и естественных человеческих чувств, драма, трагедии и так далее. Хотя, конечно, не сильно получается. Вы, наверное, много раз заметили. Но продолжаю, конечно, пытаться. Я вижу, кто-то нажал педаль газа на получение эскалации для того, чтобы не получить разрядку и не получить подписание какого-то документа. Даже не говорю про какого-то мирного договора, по какого-то документа по поводу этого. Кто-то нажал на педаль газа, и этот кто-то, большой оператор, это тот, кто управляет коалицией желающими, левый и правый берег Темзы. Причем, заметьте, еще раз, два дня до этого, 20 числа вышла вот эта статья по поводу Палантира, который уже честно признался, что он этим занимается, он этим управляет и будет руководить всеми этими масштабными, серьезными ударами Украины. Я так себе, конечно, рыбак, но то, что знаю, да, о том, что карп вообще рыба подозрительная. Поклевку можно часами ждать, да. Желательно прикормить, прибить к точке, там, жмыха бросить, вот эти каши, там, туда, да. Ну, вот так вот, да. И, ну, она там любит вот это посасывать, покусывать наживку. Если снасть у тебя там торчит чего-то, где-то какая-то грубая, она там уйдет. То есть я вот примерно так могу характеризовать. А вам не кажется, что глобально, вот же помните тренд был, говорили, искусственный интеллект, а потом сказали, да нет, это пузырь. И все гоняли эту информацию, что это все пузырь, это все неправда, это все ерунда. Что как раз-таки есть силы, которые этого карпа и выманивают, собственно. Искусственный интеллект – это, во-первых, мощнейший, во-вторых, невероятно быстро ускоряющийся, и, в-третьих, невероятно быстро улучшающийся и совершенствующий инструмент. И единственное, что требует этот инструмент, причем невероятно прожорливо, это энергия. Те, которые будут, скажем так, властелинами энергетических центров, дата-центров и всего остального, но дата-центры тоже невероятно прожорливые, там с точки зрения работы и с точки зрения охлаждения. Вот у кого будет больше энергии, у того будет и больше искусственного интеллекта. А у кого будет больше искусственного интеллекта, меньше войска в этом смысле будет нужна, и это оружие будет попадать и уничтожать все больше и больше. И будут владеть даже мыслями людей. У них прогресс действительно ужасающий. Буквально не за 10, а за 5 лет мы это не узнаем. Вы правы, когда говорите, что сначала это выглядело пузырем, потому что этот искусственный интеллект, в том числе и коммерческий, тот платный, там, Gemini, там, ChatGPT, как этот самый Илон Масковский забыл, ну, потом... Грок. Они сначала абсолютно все дико ошибались, они тупые, они ненадежные, они такие индоктринированные и так далее. Я вам так скажу, я пользователь всего-навсего 2 месяца, причем только тогда, когда есть время, для того, чтобы помочь в создании некоторых изображений, для того, чтобы получить некоторых технических подсказок. Он сам мне предлагает, чем больше ты мне здесь поможешь с этими данными, которые здесь можно разложить типа как папочки и прочее, и все, я буду подстраиваться, я буду сохранять эти шаблоны, я буду знать, что тебе нужно, и я буду делать это быстрее, лучше, что тебе нужно, и так далее, и тому подобное. И это действительно так и происходит. Ровно год назад, здесь 24 мая отмечали с моим другом, владельцем одного болгарского телевидения, такого, скажем так, ну, далеко не последнего, встречали праздник Кирилла и Мефодия, просвещение, болгарской письменности и так далее. И он меня тогда убеждал и объяснял, как год назад у него уже было 3-4 месяца, тогда уже плюс год, естественно, как этот искусственный интеллект действительно начинает экономить ему время. Первые несколько месяцев, грубо говоря, ты его обучаешь своими запросами, что называется, а дальше он тебе действительно начинает экономить время очень сильно и делает все, что тебе нужно, сильно лучше. И это на каком-то пользовательском уровне $20 в месяц. А вы представляете Палантир, который стоит неизвестно какие миллиарды, и там можно посмотреть Питер Тиль, там какие миллиарды, я думаю, что речь идет уже клубы триллионеров, если так в сумме, особенно в условиях войны.
то какие у них ресурсы и возможности для этих глобальных задач? Если они по поводу индивидуальных задач год назад, они их решали действительно на вот таком уровне. Поэтому недооценивать, считать это пузырем, да, искусственный интеллект будет болеть и до конца, при всем своих усовершенствованиях, всеми болезнями с Нет, кавычками. смотрите, болеть болезнями и бить по там, девочкам — это разные вещи. Он будет ошибаться до последнего. Нет, Всегда так будет посмотрите, мы сталкиваемся с новой реальностью. Вот с абсолютно новой реальностью. То есть это не какой-то там идиот, вояка, кнопку какую-то нажал, а ему какой-нибудь такой же идиот слил какой-нибудь не тот координат намеренно или ошибочно. Тут уже как бы надо разбираться. Есть целый алгоритм следствия, как это. А что ты исследуешь в искусственном интеллекте? Вы понимаете? Программный код. Программный код. Нет, понимаете, расследуешь, что ты? Какой программный? Кто тебе его даст, этот программный код? Ну, то Нет, есть, где ты его возьмешь? Есть Смотрите, ВОК, совершено преступление. безусловно, Убийство. военные преступления тяжелейшие, безусловно. Но когда это сделал именно искусственный интеллект, кто-то ввел координаты, назначения, обозначения, что там должно быть. И этот кто-то это всегда лог-файл будет хранить. И они прекрасно знают, кто это ввел. То есть искусственный интеллект это тупой инструмент. Пусть и очень Так вы же говорите умный. Не, он умный с точки зрения, скажем так, подстроиться под огромному количеству там запросов и нюансов. Но если ты ему тупо сказал и ввел в базы данных вот эти координаты, что это Рубикон, а не Старобельский колледж, то он это уже воспринимает именно Рубиконом и лупит туда и назначает туда 3 волн по 16 дронов. Это он сделал. Ну, какой-то человек это вводит. Данные в искусственном интеллекте, запросы, как и в вашем бытовом, там, чат GPT или там Грок и прочее, по-любому вводит человек. И этот конкретный человек, это лог-файлы, которые остаются. Смотрите. Даже на бытовом уровне остаются старые чаты, где ты делал старые запросы, можешь посмотреть и продолжить, и новые чаты. А на этом софистическом уровне, на который Palantir работает, там невозможно не взять за жабры, если они сильно захотят, любого, кто это ввел. Любого. Значит, Кулеба, экс-министр иностранных дел. Цитата. «Будет громко. Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если кукуха уже не вытягивает, я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам лучше взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным, соблюдать правила безопасности, психологически нужно готовиться к разрушениям. Мы увидели разрушение жилых домов, музеев, предприятий. Это психологически тяжело, но к этой картинке нужно быть готовым». Конец цитаты. Знаете, на что это похоже? Это похоже на анти-Арестович. Если Арестович 22-23 год помогал, лечил, успокаивал и, скажем так, содействовал людям, чтобы они пережили вот этот тяжелейший, скажем так, психологический удар, вот это какой-то анти-Арестович. Извините, Нет, что перебил. послушайте, Продолжите, это не пожалуйста. анти-Арестович, это просто черти какие-то Черт, с рогами. То есть они ударили по общежитию детскому, да? Ударили по общежитию. А теперь всех говорят, готовьтесь, пожалуйста, к разрушениям. Если кукуха отлетает, лучше уедьте. То есть ты так сидишь и думаешь, подождите. Ведь тут же, вот понимаете, очень тяжело с людьми без какого-то понятийного аппарата. Это не там киевляне били по Старобельску. Имеется в виду, это не жители Киева, там, не Лукьяновки, да, которые там, или в районе аэропорта Жулян. Там, кстати, ничего не показали, что там на Антонове, да, там на этих территориях, площадях. Там тоже было, по спутниковым снимкам видно, что там тоже что прилетело, дымело, горело, пылало. Вот есть, например, торговый центр «Квадрат». Его там стоимость пару миллионов долларов оценивается. Ну, такая капитализация. Это ведь кто-то за этим стоит, платит налоги, обеспечивает все это. Но он же не бил по... Нет, он помогал, понятно, помогают вооруженным силам, но это же не он бил по этому общежитию. И вот те, кому этот бизнесмен, хозяин «Квадрата», да, как бы помогал, обеспечивал, он им давал, чтобы что? Чтобы его защитили. Ну, его бизнес, доходы, там, рабочие места, все. Я вот беру очень поверхностный уровень сейчас, я не буду вглубь копаться. Смотрите. А ему эти люди, которым он деньги давал, говорят, ну, если кукуха улетает, уезжай. Вообще надо быть готовым к разрушениям.
Так подождите, что значит надо быть готовым к разрушениям? Так мы же должны, чтобы разрушений не было, а мы, получается, вызываем на себя эти разрушения. Это вот просто слом какой-то ментальности. Это всегда скотный двор, черное-белое, мир это война, война это мир. Вот нечто подобное сейчас с Белоруссией происходит. Ну, с этой темой, да. Привезли эту Тихановскую, там, показали эту Лукьяновку. А знаете потом, куда дальше ее повезли? На Чернобыльскую атомную станцию. Ну так, чтобы облучилась. Она же приезжала и говорит, я хочу зарядиться перемогой. Ну, ее в Чернобыле повезли, понимаете? Ну, то Чтобы есть, светило, как лампочка, да? чтобы засветилась, говорится, эта победа. Она там шапочку надевала, ходила, вот, мы вместе. То есть, кто ты? Но, тем не менее, у нее тут такой визит, ей организовали, она все вот это, понимаете, сделала. Это просто какие-то, ну, просто какие-то отбитые люди управляют теми людьми, которые страдают, а они им еще говорят, так вы будете дальше страдать, готовьтесь. Слушайте, Тихановская, я когда на нее, всегда, когда на нее смотрел, у меня абсолютно искренняя жалость. Это женщина, которая сама говорила, да оставьте меня в покое, я домохозяйка. Муж у меня Тихановский, парень, оказывается, достаточно специфический, в том числе и рукоприкладством, о чем она, собственно, тоже признавалась. И ее просто сейчас эксплуатируют абсолютно зверским образом, звериным образом. Человек не для этого. Человек вообще-то, это совершенно... Это учительница английского языка по-английски, поэтому более-менее внятно общается с этими там внешними операторами. Это сразу видно, что это и крайне противоестественно. Это роль, в которую ее запихнули. Не по сеньке шапка, черт возьми. Она и мучает человека, мучают. И сейчас ее разводят, как бы только что. А что за символы? Это символы и знаки. Зеленский там пользуется, британцы этим пользуются. А где ее зависимость? Ее зависимость в Америке, что ли? Ее зависимость именно в Великобритании. Поэтому это скверная история. Мне, правда, искренне жалко, не чисто по-человечески. Потому что, слава богу, она за все это время, хотя ее содержат сейчас на грантах и так далее и тому подобное, это крайне зависимый человек. Она, по крайней мере, ничего плохого, злоумышленного, такого злостного не сделала и не сказала. Она многое говорила, но это не Анна-Лена Бербок, это не Урсула фон дер Ляйен, это не Кая Каллас, это не другие подобные активисты, которые за 10 раз меньше, они готовы вообще-то любую мерзость и гадость и сделать, и сказать. Поэтому мне ее, честно, по-человечески жалко. Я не иронизирую, я честно вам говорю. Ну, я бы с вами, конечно, тут... у меня хороший повод с вами подискутировать на эту тему, но я не буду этого делать по одной простой причине. Все-таки в вашем ответе много так христианского, да? Много христианского. Это же так по-христиански. Вроде все должны Понимаете? быть. Вот тут дети в Старобельске гибнут, тут война с Белоруссией с минуты на минуту, это все провоцируется, да, путем, кстати, той же Тихановской ее приезда, в том числе. По Калининграду дроны полетели, конечно, давайте жалеть Тихановскую, все дружненько возьмемся за руки. Война в Белоруссии из-за Тихановской или даже с участием Тихановской, то, что не произойдет, я вам 200% готов подписаться на любую бумагу. То, что ею пользуются в качестве, скажем так, символа и знака, образа и так далее, медийного, скажем так, образа, да, это да. Но чтобы ее кто-то запрягнул, или там она сказала вперед, бомбите, вот это там омразный, там ненавистный Минск и этот ужасный Лукашенко, я думаю, мы от нее такое не услышим и не увидим. Кроме как искусственным интеллектом уже, черт возьми, дипфейк, 7D и всякое такое, мало ли что уже. Война с Белоруссией будет? Она выгодна, и если у этих, кому это выгодно, будут достаточно возможностей, военной провокации, война, естественно, будет, потому что, когда вы начинали наш разговор сегодня, мы говорили про Калининград. Калининград русская сторона может обеспечить только при условии наличия целости и сохранности Белоруссии и только при условии нарушения целости и сохранности Литвы как максимум, а лучше и Литвы, и Латвии как оптимум. Иначе обеспечить и гарантировать сухопутный коридор к Калининграду, чтобы сделать его не эксклавом, а частью, скажем так, большой родины, со всеми вытекающими, невозможно.
Соответственно, если хочешь напрочь обрезать возможности России, прорубить пока там слабо, потому что Литва не готова принять, грубо говоря, некоторый штурм со стороны Российской Федерации, даже обычными конвенциональными средствами, 50-70 тысяч бойцов, которые просто войдут. В некоторые там перепалки и перестрелки там, наверное, там будет там пару-тройку десятков груз 200, пару-тройку сотен груз 300, причем взаимных. И дальше город Вильнюс будет уже Вильно, как он и был вообще-то веками до этого. И на этом все закончится. И Сувалский коридор будет прорублен, даже не обязательно заходить на территорию Польши. Но если Беларусь будет в состоянии войны, какой-то и Сувалский коридор, даже не обязательно, чтобы кто-то захватывал Минск, даже не обязательно, чтобы кто-то захватывал Брест или Брестскую крепость, опять там осаждали. Достаточно просто, чтобы вся граница горела, 15-20 пунктов, вот так себе. Александр Григорьевич согласится на военную операцию в сторону Литвы для обеспечения Калининграда, и если граница будет полыхать там процентов на 30-40, скажем так, протяженности как с Польшей, так и с Украиной, либо даже только с Украиной. Ну, естественно, естественно. Так что это очень умно и мудро, если будут на то ресурсы, я имею в виду денежные, военные, административные, политические, медийные и все остальные, которые нужны для того, чтобы хорошую такую войнушку, заварушку сварганить, то война может, или вернее, вот такой приграничный конфликт разной глубины, 20, 30, 40 километров туда-сюда, дронами, а не войской, да, запросто может. Еще один вопрос хочу с вами обсудить и перейдем к вопросам зрителей. Друзья, пишите в чат трансляции, если еще не написали свой вопрос. Пламен, слушайте, Израиль осудил перезахоронение Мельника, который вчера так с помпой презентовал Зеленский на национальном военном кладбище. Причем я делал и вчера в шуме делал этот акцент. Смотрите, армия в Украине народная. Пригнанная, загнанная, мобилизованная. Вот такая. Мобилизация такая, как есть. Армия Украины — это те люди, которые там по зову сердца пошли воевать. В любом обществе есть всегда определенный процент, он небольшой, там 5%, там потолок, может чуть больше, чуть меньше, в этом районе это все теплится. А у кого есть вот этот ген воина? Ну, то есть, вот он пошел и воюет. Ну, вот человек такой, да. Причем женщина, мужчина, неважно, но вот именно такой, боевые люди. Но у этих боевых людей разное же воспитание, разного возраста эти люди. Это люди, которые вроде как служат родине, ну там, Украине. Эти люди пали. Этих людей там привезли, опознали, не опознали, там же неизвестных тоже захоранивали на этом новом кладбище, которое открыл Зеленский. Это отдельная вообще история, что там все там что-то открывают, а Зеленский кладбище открывает. И вот он согнал всех туда, Буданов, Свириденко, Стефанчук, всех. И вместе с вот этими людьми, да, которые там считали, что их дело правое, он похоронил Мельника там. То есть не нашли там какой-то, не знаю, населенный пункт, чтобы туда там организовать паломничество вот этих всех отбитых, чтобы этого пособника нацистов ездили там на какой-то для него родной земле, да, там куда-то приезжали к нему, типа, да, а вот именно на национальном военном кладбище. Сейчас вот разговоры про Петлюру и так далее. Примечательно, что Израиль высказался по этому поводу. Местные раввины, вот эта вот вся местная когорта вот этих друзей в шляпах Зеленского молчат, как рыба об лед, сидят вот это, а мы тут ни при чем, а что произошло. А Израиль на вот таком, ряд организаций на вот таком уровне как бы вот осудили вот это перезахоронение на территории Украины. С точки зрения, есть прям целая теория, и вы тоже их высказывали, мы с вами их там касались краешком иногда, что условно там... Причем тут, знаете, вот тоже так интересно, все это в негативном свете, ну, освещается, что вот и Россией, и Украиной, и вообще всем миром, Трампом лично евреи управляют. Ну и как теперь сложится судьба Украины, как теперь сложатся вот эти все концепции о том, что сейчас евреи с Ближнего Востока переедут в Украину и сделают тут новый Израиль на территории Украины, с Мельником, так сказать, на национальном военном кладбище.
То есть все как-то приобретает некоторый другой окрас. И какие последствия для официальной украинской власти от этого решения? Знаете, самые лютые русофобы это были русские. Я имею в виду, как сладостно отчизне ненавидеть, это писали именно чистые русские. Самые лютые болгарофобы это именно болгары, причем это не только в наши времена, но и раньше. И, очевидно, еврейский народ примерно не составляет в этом плане исключений. Самые лютые антисемиты и юдофобы это как раз именно евреи, потому что времен, когда президентом Украины Владимир Александрович Зеленский самоопределяет себя как еврей, и в его окружении, мягко говоря, богоизбранных достаточно много, если не сказать, что превалирует. Именно в его время был назван вот этот проспект, по-моему, имени Степана Бандеры, который утыкивается как копье куда? Именно в Бабьем Яру. Слушайте, если хорошо, что Мельника хотя бы не на Бабьем Яру собираются вообще-то хоронить. Потому что интересный вопрос, а кто убивал евреев в Бабьем Яру? Айнзац-группой. Айнзац-группой составлены из кого? Из каких? Что за активисты? Большевики-ленинцы, что ли, были это бы? Или, может быть, какие-то другие? Или махновцы? Или как? Или что? Это были как раз именно эти же. То есть для них надо было очистить их так называемую Западную Украину от поляков, от евреев и от русских, и от большевиков, и от коммунистов. То есть они чистили все, кто не равен им. И убивали, как хорошо известно, на Бабьем Яру, вот именно так. А что сделали с внуком, вообще-то, Романа Шухевича? Так он в Раде вашей был до недавнего времени, в 80 каком-то летнем возрасте, после чего, вообще-то, это сам, ну, не в вашей Раде, я имею в виду в Украинской Раде после 2014 года. Он был вот таким, вообще-то, преемственно, чтобы она подчеркивалась. И еврей, если он действительно еврей, ну, по крайней мере, он сам себя так определяет, Зеленский, и Израиль возникает с основанием. А я не понимаю, как тогда вообще-то в Умани, как вообще-то ашкенази или украинские евреи к этому относятся, чтобы Мельника сейчас туда захоронить. Почему они молчат, интересно? Я понимаю, что евреи евреям рознь, очень сильно рознь. Ну, по крайней мере, еще раз, они там делали какие-то разницы, какие именно евреи, когда на Бабьем Яру собирали их поголовно и уничтожали там, можно сказать, почти в ручном режиме? Нет? Им как-то это не стыдно, не жалко, не ужасно, не гнусно, не оскорбительно? Нет? Пока что, если где-то кто-то как-то шумит или звучит, я это не видел. Я не претендую на то, что я мониторю все инфополе, конечно, Украины. Ну, было бы и такое. Где эти международные еврейские организации типа «Шалом»? Они очень активны в Болгарии, естественно, только по линии болгарофобию, то есть в Болгарии их не любят и болгари, и евреи, и болгарские евреи, которые в Израиле, они тоже их не любят, потому что они везде генерируют юдофобию деятельностью своей на этих титульных территориях, где люди начинают ненавидеть всех евреев ради деятельности вот этой организации «Шалом». Где эти шаломцы сейчас, чтобы они возникли? Чтобы они как-то возмутились, причем в конкретном случае, можно сказать, даже почти с основанием. Я не знаю, я вопросы задаю или прямо ответы вообще-то обсуждаю? А что... Александр, я правда не знаю, что вы ожидали от меня услышать, либо наши зрители, что хотели услышать от меня. Я не понимаю тех людей, которые являются врагами и осквернителями народа своего. Не просто их не понимаю, я считаю, что им вообще нет мест. И что нормальный народ должен их остракировать, наказывать и не допускать к центрам не то, что принятия решения, а к центрам вообще-то озвучки каких-то серьезных вопросов. Они не должны быть преподавателями, медийными, их надо остракировать, их надо вообще-то вот так. Подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Шалом по-украински это шлем. А есть шлемоносец в Украине. Правда, что-то затих как-то шлемоносец. А так было мощно совсем несколько недель назад. Ну ладно. Сможет ли Россия сделать из Киева город-призрак? Такой вопрос был сегодня. 13% нет, это страшилка перед концом войны. Так, те же 13% частично, до конца не получится. 21% да, и все к этому идет. И 53% конечно могут сделать, но не сделают. Ну, не сделают, в общем. Все, вот, ну, могут, ну, не сделают. Делать этого не будут. Вот такие итоги нашего сегодняшнего вопроса. Спасибо большое, что проголосовали. Что скажете? Ну, как сказать? Я продолжаю настаивать на то, что я понимаю, что вас раздражает, но у Кремля, при этом руководстве Кремля, кишка тонка даже на такое совершить. Так что ж вы с этой кишкой?
Ну, что я с этой кишкой? Лет 6-7 назад начали пугать, что если что, мы будем бить по центрам принятия решений. Бомбили вашу ядерную триаду, захватывали Курскую область, рвались к Курскую атомную электростанцию, были провокации на уровне Запорожской атомной электростанции. Самолеты несколько раз, скажем так, ядерные триады бомбили, уничтожали, лупили. И эти красные линии все отодвигаются. И ни один центр, не то что принятие, а проводки решения не пострадал. Ни один центр на правый берег Днепра не пострадал. И больше скажу, даже центр, откуда просто посылал вот эти военно-морские катера, ну, дроны, Очакова, Одесса получала, Рени, Измаиль на Дунае получали, Николаев даже Послушайте, вам получал. в прошлый раз тоже Я говорю, и комментаторы писали, и все, там Очаков тоже разносят, дай божи, и разнесли в самые первые, скажем так, первую Порт, что ли, операцию. разнесли? Порт, Ну, что ли, конечно, разнесли? и порты, все эти, скажем так, объекты, поэтому это как-то вы заблуждаетесь, что по Очакову не бьют, не Откуда били. эти дроны тогда запускают в Черном море? Откуда их запускают? Не из Болгарии, не из Румынии, я вам точно говорю. Откуда их запускают? Ой, смотрите, в чем дело. То есть, ну, вот сегодня Ну, сообщили, что Одессу готовят к круговой обороне. Понятно, что все так скептически смотрят, ну, понятно, моют деньги, да? Ну, то есть Одесса, как так, что? И мы тоже с вами это обсуждали. Но вот есть возле Одессы есть такое затока. И там вот да, как, и там я такие знаю. Шанхаи, понимаете, вот этих домиков, всяких там разных, там без фундамента, на ножках, на этих всех, ну, это затока. То есть, да, там разные есть, на любой вкус и цвет. Так нет затоки. Нет. Потому что там домик, в домике гаражик, там лодочка, понимаете? Лодочка — это тот же безэкипажный катер. То есть вы так говорите, куда-то запускают в понимании того, что это вот... А откуда эти дроны все запускаются? Откуда придется? Ну, то есть, поэтому это все очень диверсифицировано, разрознено. А те объекты, о которых вы говорите, конечно, они поражались. И об этом очаковцы пишут. Вот в комментариях под нашей прошлой встречей непосредственно. Ну, это, скажем так, такие дела. Я там тоже проезжал на своей машине, Ну, поэтому... вы же не проезжали после 22 года на своей Да, машине. после 20-го даже не проезжал, да, Ну, вот, такие. понимаете, то есть, друзья, подвели итоги, и давайте перейдем к вашим вопросам. Пожалуй, начнем с клуба зрителей. Анна задает вопрос уважаемому Пламену. Прогнозов ИИ о судьбе Зеленского хороших нет. На все запросы ИИ выдает плохие для него сценарии. Главная мотивация плохих прогнозов — Зеленский слишком опасный свидетель, потому что все исходы лично для него нерадужные. Скажите, на ваш взгляд, ИИ ошибается? Нет, я полностью согласен с этим. Без разницы, это платно или бесплатно, потому что, ну, не суть, да. Я согласен, что Зеленскому какая-то благостная большая старость, где он будет играть с внуками и с правнуками в каком-то спокойном, хорошем месте, не светится. Зеленский материал не то что отработанный, а материал радиоактивно-токсичный. На случай, если он потеряет эту власть и войны не будет, в рамках полгода после этого я буду искренне удивлен, если он останется в живых, если специально его не возьмут в качестве не то что музейного экспоната, а, скажем так, специального актива, сами Ми-6, либо ЦРУ. Но я думаю, что если кто-то будет его спасать, то это будет Ми-6, как это, Метревели, забыл ее первое имя. Ну, это дамочка, которая сейчас возглавила Ми-6. Вот, забыл. Так, Блейс Метревели. Митревели, да. Вопрос из сообщества. Лина Востроилова. Трагедия с девочками — это британская тактика в надежде смутить россиян и направить на устройство московского Майдана? Вполне вероятно, потому что, еще раз, таких случаев, когда погибало достаточно большое количество гражданских, в том числе и детишек, было очень много, в том числе, если хотите, даже и в Курской области. Ну, такой медийной огласки, при которой даже Путин лично взялся и публично поручил Министерству обороны приготовить удар возмездия,
и на это, конечно, шумели достаточно громко и отражали все мировые СМИ, не было. То есть здесь без медийной подоплеки вот этот инцидент был бы ужасным, трагичным, отвратительным военным преступлением, но инцидентом. А когда получается медийная огласка, это уже приобретает совершенно другой статус. И еще раз, 10 дней мая 2026 года, не ласковый май, с 14 по 24 я вам насчитал эти 4-5 эпизода и 2 дня до этого, еще раз напоминаю, была вот эта публикация Алекса Карпа, который является одним из главных действующих лиц этого же Палантира, а самое главное действующее лицо Питер Тиль, он тоже далеко от Алекса Карпа не отходит, если не сказать, что он даже диктует Алексу Карпу вот такие вещи. Поэтому мы видим эскалацию. Именно так. Никак по-другому. И российская медийная платформа в этом подыгрывает чаянно или нечаянно, сознательно или несознательно. Если ты хочешь кого-то где-то как-то наказать, наказывай, и потом пусть все об этом говорят. Нанеси действительно удар возмездия, который не ты будешь называть ударом возмездия, а народ или люди, или территории, и все остальные будут говорить, что это был ударом возмездия. А если ты стал шуметь в субботу напротив воскресенья, ну, господи, что за глупости такие? Почему еврейский Талмуд учит всех иудеев, что все другие народы – это гои, то бишь скот? А не поэтому ли иудейская власть в Украине поступает с христианами, как со скотом в тылу, и на фронте, и в том числе? Ну, это распространено, конечно, мнение, частично оно, естественно, не лишено правды. Но примерно так же поступают именно те же самые ортодоксальные евреи с израильтянами внутри Израиля, которые по умолчанию тоже должны быть евреями, в конце концов. Там гои, наверное, единственное только туристы, в случае, если такое есть. Если я туда пойду, они, наверное, будут считать меня гоем. И у них есть огромное внутреннее напряжение в израильском обществе. Я так на минуточку напомню, там в Израиле, в южной части, есть такой городок Арат. Называется ровно так же, как и этот город Арат, Урадея, который находится в Румынии. Арат и Урадея – это два разные города, они соседние там, не суть. В этом городе проживали так называемые светские нерелигиозные евреи. То есть выходцы в том числе из Советского Союза, потому что то, что я смотрел, все было на русском языке, и для них это язык ежедневного общения. Они, не знаю, ивритом, может быть, и знают, но я смотрел по-русски. Когда началась вот эта операция «Эпическая ярость», которую они там называли по-израильски, по-друговски, я забыл сейчас, не суть, сразу всем стало необходимо пользоваться вот этими так называемыми кладами, то бишь это укрытия подземные, устроенные так, чтобы они выдержали на вот эти иранские удары с этими иранскими ракетами. Но до этого, за несколько месяцев или за 1,5 года до этого, власть в этом городе Арде взяли как раз именно ортодоксальные иудеи. Эти ортодоксальные иудеи оккупировали вот эти укрытия, сделали из них типа как будто синагоги, как будто на земле невозможно и нет достаточно синагог. И когда пришло время обычным именно светским нерелигиозным иудеям укрываться, когда было сигналы, воздушные тревоги и все остальное, они их с яростью не пускали, доходило вообще-то до жестких столкновений, потому что они, видите ли, не имеют места в этих синагогах, которые под землей, которые были сделаны в качестве укрытия. И мэр, я видел это своими глазами, называл антисемитами вот этих евреев, которые проживают в городе Араде. То есть у этих ортодоксальных отношения как якобы к своим, так и к нам с вами практически одинаковые. Мы для них, наверное, гоим, а вот эти светские евреи в Израиле, для них есть специальный термин «шабец гоим». То есть это не совсем гоим, но все равно гоим, шабец гоим. То есть это что-то междинное. Все равно не люди. Это тоже еврейский талмудический фашизм. Когда есть люди, которые люди, даже уберменшен, а все остальные, неважно какой национальности и остального, это унтерменшен, то есть недолюдей. Они даже не называют их недолюдьми, они прямо называют их скотом, потому что гоим переводится именно как скот. Поэтому мое чисто такое человеческое уважение и нормальное отношение к этим светским евреям, я не против тех евреев, которые не имеют ничего против меня, людей как меня, Болгарии, вообще-то других, которые нормально себя ведут. Но вот эти, там, пейсовые и всякие такие, честно говоря, у меня совершенно пропорциональное отношение к ним. Они хотят, чтобы меня не было, я тоже буду рад, если их не будет. Откровенно вам так скажу. Вот такой вопрос. Почему Польша считает Украину своей?
Есть там некоторые исторические основания, по крайней мере, по поводу этих 6 областей Украины. Естественно, как каждый народ, который чтит свою независимость и свою историю, особенно в пике своем они доходили до Днепра, и правый берег Киева тоже был на некоторое время польским. А какой правый берег? Они до Москвы доходили. 1612 год, они вообще-то Москву брали. Значит, если Москва была наша, с их точки зрения, Киев и Украина не могут не быть, безусловно, нашими. Так что у них есть вот эти исторические замашки. Всегда перед большой войной нужно накачивать именно такими избранными эпизодами истории. Неважно, это порнографическая история, либо настоящие документированные истории, для того, чтобы вот эти первые бычки пошли сражаться с уверенностью, с блеском в глазах и с желанием убить противника, потому что без таких бычков, ну, скажем так, войнушки не начинают. Правда, по поводу таких бычков, когда я был в Москве, в одном подмосковном городе, там устраивали ветеринарную клинику, где инвестор и владелец, можно сказать, был такой бывший браток достаточно уже достойного возраста 90-х годов. Я его спрашиваю, не буду говорить, как я к нему обращался, потому что, может быть, он все еще в живых. Я его спрашиваю, ну, слушайте, как вы вообще-то сейчас, когда вы занимаетесь этими властными процессами управления, вы же там много чего там захватили и вообще-то управляете, как вы решаете вопрос с этими молодыми бычками, которые сейчас голодные, волки, пытаются у вас все это оторвать, и они готовы и на бой, и на всякие сражения. Он так сурово на меня посмотрел, благостно можно сказать, и сказал: Пламен, из самого большого и сильного быка делают вот такие тоненькие консервы. Так что на этих молодчиков управа найдется. Поэтому те молодчики, которые сейчас накачивают вот этими эпизодами польской истории, их сделают на вот такие тоненькие консервы, если они сильно этого хотят, пусть тогда идут вперед, как вот эти нацисты, которые, кстати, 22 числа, по-моему, они бравировали по центру Киева, там бзиговали, кричали прямо на Майдан Незалежности. Эти кадры я присоединил к своим роликам, когда делал вот этот обзор. Так что, если кто-то скажет, фашизма на территории Украины нет, то уж извините, назовите это тогда как по-другому. Они прямо, можно сказать, немецкой умовою кричали «Зиг Хайл». Мгм. А «Зиг Хайл» это как переводить по-другому? Это что-то на местном диалекте. Староверы какие-то, да. Александра. В прошлый раз Орешник угодил в собрание сочинений Ленина. Теперь в 3 гаража. Как можно доверять этой пропаганде, если неделю назад начальник генштаба Сырский заявил, что ВСУ воюет в Курской области? Вы, Пламен, как большинство украинцев, с воодушевлением неделями смакуете удары ВСУ по России, которые, кстати, еженедельно приводят к гибели 350 человек. Но когда Россия снимает боксерскую перчатку и начинает отвечать, мы слышим: «А нас за что?». Напомню всем, воздушное перемирие в прошлом году нарушила Украина, начав бить по нефтянке по указке своих хозяев. Можете ли вы быть объективным, или вы одна из 1000 голов Геббельса? А? Как вас разоблачила Александра? Я не одна из 1000, я единственная голова Пламена, что называется. И я объективным быть не могу по той простой причине, что я считаю себя субъектом, а не объектом. Поэтому субъект объективным быть не может, разве что если он мертвый, то есть он уже не субъект. То есть я не предмет, и я не мертвый. Поэтому я всегда субъективно, я стараюсь быть максимально достоверным и обоснованным, насколько у меня это получается. Другой разговор, но зрительница, которая этот вопрос задала, очевидно, следит не системным образом за моим, извините, творчеством, иначе она спокойно увидела бы, что абсолютно все удары, которые Украина наносит по территории России, и Россия наносит по территории Украины, со всеми этими потерями я стараюсь, скажем так, максимально достоверно и сбалансированно не прятать, не крыть и обсуждать. И всегда называл это единственной только не Украину российской войной, а чисто русское, внутреннее, гражданское, братоубийственное, но за счет этого внешне управляемая война, при котором Киевский военный округ спорит с Московским военным округом за правом наследия Киевской Руси под, скажем так, взглядом кураторов англосаксонского сахиба. Вот так. Так, чат трансляции, давайте сюда нырнем. Вопрос вот такой. Есть одна мысль. России выгодно, что слабые перебежчики сейчас откалываются от России и ЕАЭС. Почему? Потому что есть договоренность между США, Китаем и Россией
Договоренность заключается в следующем. Технологии Китая, деньги США, энергия России. Сейчас Россия фактически недополучает из-за сотрудничества в ЕАЭС около $3 триллионов. Вопрос, выгодно ли это России в новом будущем миропорядке? Ну, это очень дурно пахнет. Я с этим тезисом не согласен, потому что сильно смахивает на то, что хватит кормить окраин. Благодаря именно таким призывам приготовили население к развалу Советского Союза, в результате которого получилось, что удивительно, огромные залежи и запасы газа оказались в Туркменистане. Туркменистан сейчас кормит Китай, и поэтому Китаю возможно выкручивать руки силы Сибири так, чтобы он получал это почти по себестоимости. Там есть подробные расчеты, сейчас не буду их озвучивать. Четверть вернее, не четверть, 40% мировых запасов урана оказались на территории Казахстана. Казахстан, то есть Советский Союз что, кормил Казахстану, что ли? Огромная часть самой лучшей нефти в мире находится на территории Чечни. Что находится на территории Грузии, Азербайджана и Армении, не буду рассказывать, и об их, скажем так, геополитической сверхвысокой значимости тоже рассказывать не буду. Напомню только, что Баку-Джейхан – это один из больших газопроводов, которые идут в сторону не то просто Турции, но идут и в сторону Европы. Так что на территории Украины осталось тоже огромное количество не просто чернозема, но и индустриального, технологического. Все те, которые разваливают, которые говорят, хорошо, чтобы Россия освободилась от каких-то окраин, но оставайтесь вы в этом Садовом кольце Москвы, и мне очень интересно, как вы будете кормиться подножным кормом. Если вы не понимаете, что эта часть Москвы паразитирует не на Московской области, а на всей России. Если вы считаете некоторыми регионами дотационными, они действительно такие есть. Это вина единственной только Садового кольца и никому другому, потому что эти регионы не были дотационными времен Советского Союза. Не дотационные из 80 с чем-то регионов Российской Федерации всего 2-3. Это Ханты-Мансийский автономный округ, где добывают газ и нефть. Это Тюменская область, это Красноярский край. Все остальные, уж извините, в какой-то степени по каким-то причинам по очевидным причинам являются дотационными, потому что когда ты уничтожил 72 тысяч предприятий только за четверть века правления Путина, а до этого во времен Ельцина еще 6,5 тысяч больших индустриальных предприятий, у тебя валового внутреннего продукта нет, у тебя добавленной стоимости нет, у тебя нет необходимости в ПТУ, у тебя нету спецов, токарей, слесарей и так далее, и поэтому ты покупаешь сейчас снаряды у Северной Кореи, территории с Болгарией. Так что, кто сделал Россию такой недодотационной и продолжает извергать вот такие, скажем так, губительные, выдающие очень тяжелую невежественность, либо откровенное вредительство по поводу родины мать своей? Извините, я на это спокойно смотреть и слышать не могу, потому что наслушался за 20 лет в Москве точно таких же дебилов и идиотов, которые именно эту пропаганду 36 лет спустя, после того, как разрушили Союз нерушимых республик свободных, сплотила навеки Великая Русь на минуточку, они привели все это именно к тому и продолжают извергать, чтобы и это раскромсать, и это уничтожить. На что, конечно, англоязычные сахибы будут потирать руки и будут вам отправлять генерал-губернаторы, которые будут с основанием считать значительную часть именно таких, именно скотом. Хотите этого? Идите, вы решительными львиными прыжками именно к этому идете. Если не хотите включить соображалку, выключить телевизоры, посмотрите, если хотите, на учебники истории России или на Дуропедию, где все это описано. Ну, господи, извините, я не могу на спокойно на такое реагировать. Наталья, в Германии лидирует партия против войны, а во Франции Макрону осталось немного. Если в Европе победят партии, которые будут договариваться с Россией, деньги закончатся, война закончится, доброго дня желаю вам. При этом управление Кремля не закончится. Потому что для того, чтобы война закончилась, одна из сторон должна победить. А для того, чтобы одна из сторон победила, ей нужно навязать свою волю другой стороне. А для того, чтобы навязать свою волю, эта воля должна быть. А такой воли сейчас у Кремля нет. Потому что, еще раз, это презренные торгаши вайши. Это не раджа, то бишь царственники и государственники, это не кшатрии, то бишь воины, и это не брахманы, то бишь идеологические, скажем так, люди идей.
это вообще. Они не могут победить Эстонию, не то что Украину. Даже если могут, им запретят, и они послушают, и они не будут побеждать Украину. Потому что такие возможности, напоминаю, с 2014 года было несколько. Сразу после Иловайска была возможность ополченцам пойти в Киев и решить все вопросы с бандеровского. Были. Кто их остановил? Москва. Кремль их остановил. Сразу после Дебальцева была такая возможность? Была. Хотели? Хотели. Кто их остановил? Также. Кто убил самых идейных руководителей русской весны Донбасса? Кто их убил? Кто их заказал? Кто убил Алексея Борисовича Мозгового? Те же самые ребята под той же самой указкой той же самой Москвы, под, скажем так, мудрым взглядом вот этого мастера многоходовочек и, соответственно, Вячеслава Юрьевича Суркова. Так что, ребята, если кто-то хотел действительно решить вопрос с этими там нациками и всем остальным, и защитой русского населения на территории Украины, можно было сделать малой кровью, либо почти бескровно. Мы это уже обсуждали в ваших передачах, не хочу это повторять. Вот этот сегодняшний Кремль никого не победит. Кроме как, не знаю. Я не уверен, что он может приказать даже своей собственной семье, жене, либо там деткам, чтобы они вели себя более-менее, скажем так, деткам, по крайней мере. Не буду это даже уточнять, это уже личное. Но так на минуточку скажу, что у Дмитрия Сергеевича Пескова, то бишь голос Путина, посмотрите, куда и где и как, в каком статусе и с каким названием находятся его, там, отпрыски, сыновья и так далее. Где они проживают? Гражданины, не только граждане, где они находятся физически? И думаете, это только с Дмитрием Сергеевичем Песковым так? Нет. У всего окружения Путина большая часть родни, любовницы и деньги, все остальное там, за бугром. Там, куда нужно, типа, как будто орешником, может быть, бабахнуть. Так что, если на эти вы рассчитываете, продолжайте рассчитывать. Иллюзия – это как наркотик. Никому это не помогло и никогда не поможет. А правда всегда горькая. В отличие от лжи и обмана, которые всегда слащавые, скажем так, обдушенные, хорошими такими, для того, чтобы можно было наживку проглотить сполна. И достаточно таких карпов, проглотителей таких наживок на голой удочке, даже без надписи «червячок», я вижу, что есть достаточно немало. Извините, опять немножко разозлился. Людмила, вопрос Пламену. Вам не кажется, что ИИ ошибается второй раз именно по детям? Может, это целенаправленно? И то, что возмездие России по Киеву недостаточно кровожадное, может, это и хорошо? Стратегия такая. Так не должно быть кровожадное. Достаточно просто бить по центрам принятия решений, либо по центрам входа в Украину. Это более чем достаточно. И то, что и ошибается, во-первых, оно всегда будет ошибаться, наверное, в будущем меньше, чем сейчас, но все равно будет ошибаться. И, во-вторых, я тоже разделяю, что один раз ошибся в Иране, второй раз ошибся здесь. Скорее всего, 2 раза это уже не совсем ошибка, это что-то другое, это что-то намеренное. С учетом заявлений Алекса Карпа, который я сегодня процитировал, это, скорее всего, не ошибка. Вот так. Угу. Александр, вопрос Пламену. Как вы думаете, у Зеленского хватит креатива перезахоронить Равина Нахмана из Врослава рядом с Мельником на национальном кладбище? Ведь они хотят же свой пантеон, как во Франции. Это мы там обсуждали, что все, герои, все должны быть в одном месте, они должны быть разные. И в Испании Франко сделал то же самое, что тоже было, мягко говоря, сильно болезненное действие. Слушайте, если Зеленскому будет это выгодно или нужно, он это сделает, и у него никаких угрызений ни совести, ни каких-то других органов, выполняющих функции отсутствующей совести, не будут возбуждаться и не будут ему в этом мешать. Вопрос в том, насколько ему это обойдется, либо что он от этого должен получить. Я вообще не сомневаюсь, что в этом плане он парень совершенно целенаправленный, и никто не может его остановить, если он это захочет сделать. Да, друзья, тут, понятно, идет дискуссия в чате. Гневная, наверное, гневная. Нет, почему? Потому, все вспоминают Захарченко, Моторолу, там вот этих всех, да, и Мозгового, и их убийство было дело рук спецслужб Украины, понимаете? Междоусобица там была, конечно, своеобразная, с этим Плотницким вот этим, и, и там и покушениями, вот это все, не без этого, но все-таки тут же есть официальный противник, понимаете, в чем дело. Поэтому тут, в общем... Скажем так. Спросите не публично Алексея Николаевича Арестовича. Я думаю, он вам подскажет кое-что на этот счет. Не публично. Не публично он вам это скажет. Так, значит... Да, друзья, всем большое спасибо за то, что
за то, что побывали здесь, за ваши вопросы. Спасибо огромное за то, что приходите на наши прямые эфиры. Пламен, и вам спасибо большое за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не пьющие, не офицеры, я исключение, я не пьющий и офицер. Друзья, не друзья, троллы, боты, враги, весна, лето почти. Выключите, пожалуйста, телевизор, включите мозги, и все у вас приложится. Посмотрите еще раз внимательно. Колокольчик, по ком звонит колокол. Не должен быть беленьким, черненьким он должен быть. Соответственно, если вас раздражают рекламы, если вас раздражает что-то другое, идите в Patreon, и в Boosty, и в закрытый канал Шелест, который он вам подсказывает и в описании каждого видео, которое вы можете найти. Всего вам доброго, будьте с нами. Продолжение обязательно следует через неделю. Да, друзья, всем большое спасибо еще раз. Берегите себя, ситуация накаляется, будем пытаться с максимально холодной головой, это сложно, но пытаться разбираться и дальше. Добра и света, несмотря ни на что.